Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, и тогда его смогут увидеть большее количество людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 22 февраля, киевское время, 18 часов. Итак, оперативная обстановка. За прошедшие сутки противник совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате преступных действий российских оккупантов уничтожены и повреждены гражданские жилые дома. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Есть большая опасность последующих российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. География наступления врага, надо отметить, слава богу, не расширяется. И даже на этих перечисленных оперативных направлениях практически продвижение врага на сегодняшний день остановлено. За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Куземовка, Деброво Луганской области, Федоровка, Ягодная, Берховка, Бахмут, Курдюмовка Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Вражеские обстрелы подверглись районы населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. В Харьковской более 20 населенных пунктов подверглись обстрелам со стороны Российской Федерации. Были применены, в основном велся минометный огонь и кое-где была артиллерия. На Купянском и Лиманском направлениях враг продолжает атаки с Площанки и Кременной, но успеха не имеет. Мы отбиваем все атаки, противник несет потери, линия фронта стоит стабильно и не меняется. На Бахмутском направлении атаки на Раздоловку отражены, линия фронта осталась без изменений. На флангах Бахмутского направления продолжаются стабилизационные мероприятия. То, что мы вчера с вами говорили, что надо обращать особое внимание на фланги, особенно на северный фланг. Сегодня наши войска продолжают стабилизационные мероприятия. Это значит, они укрепляют свои позиции и не дают возможности противнику продвинуться дальше в плане попыток окружения города Бахмут. Враг существенно усилил давление на восточную часть города и имеет здесь частичный успех. В самом населенном пункте противник опять пытается продвигаться к центру города Бахмут. Бои идут, я напомню, там в основном в районе частного сектора. На Авдеевском и Шахтерском направлениях после провала наступления в Красногоровке враг перенес основной удар на район Новобахмутовки. То есть там не получилось, они чуть-чуть сдвинулись в сторону и пытаются штурмовать теперь Новобахмутовку. Пока что ситуация там окончательно неизвестна, идут ожесточенные бои. И на данный момент нельзя точно сказать, где проходит сегодня линия боевого соприкосновения. Дождемся вечера, может быть, к вечеру бой утихнет, и тогда будет понятно. Также с Первомайским. С сентября по декабрь враг постоянно бился головой со стороны Песков. Теперь, захватив Водяное, они пытаются выйти во фланг Первомайского. То есть то же самое. В лоб не получилось взять Первомайское штурмом. Обратите внимание, с сентября по декабрь. Сколько месяцев они пытались штурмовать Первомайское. Безуспешно. Теперь они пытаются зайти со стороны Водяного. Тоже успеха противник не имеет. В Марьинке продолжается вражеский штурм города. Там идут ожесточенные бои за центр самой
Марьинки. И эти бои не прекращаются уже много месяцев. Кстати, Марьинка — это тот населенный пункт, который был на линии обозначенной Минском-2. И здесь практически за год боев противник продвинулся только к центру населенного пункта. То есть буквально несколько километров от тех позиций, которые занимали наши войска на момент 24 февраля 2022 года. В районе Угледара наши войска продолжают наносить поражение противнику. Там мы как начали вот такой, я бы сказал, хороший задел положили в плане разгрома морской пехоты Тихоокеанского флота, так мы и продолжаем в том же контексте. В районе Угледара противник вообще не пытается даже атаковать наши позиции. Мы постоянно, методично и планомерно наносим ему огневое поражение, как нашими контратаками, так и огневыми средствами, это артиллерией. Постоянно мы ему наносим поражение. В районе Павловки тоже противник попытался пойти в наступление, но встретил ожесточенное сопротивление со стороны наших войск. И там сейчас эти позиционные бои продолжаются. Линия фронта не изменилась. Запорожское направление. Здесь ситуация более-менее стабильная, без изменений за прошедшие сутки. Идут позиционные бои, обмен артиллерийскими ударами. На Херсонском направлении от огня реактивных систем пострадал город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения, а также под удар вражеской артиллерии попали 18 населенных пунктов вдоль всей линии Днепра на правом берегу. Наша артиллерия пытается вести контрбатарейную борьбу. И как вывод за военную обстановку на оперативных направлениях можно сделать следующее, что в Бахмуте ситуация тяжелая в восточной части города. Там идут самые ожесточенные бои. На флангах ситуация трудная, но контролируемая. То есть южнее и севернее Бахмута мы ситуацию контролируем и стабилизируем линию фронта. У Авдеевки мы видим традиционную тактику врага: бить в одном месте, понести потери, подтянуть силы и бить в другом месте. То есть они, если на одном направлении не получается, подтягивают резервы, переносят на другое направление. Пока там, где они потерпели фиаско, они подтягивают опять резервы. Как только резервы соберутся, они основные усилия перенесут туда, где собрали резервы. И вот это вот перебрасывание усилий, атака сегодня здесь, завтра атака там, и потом опять атака здесь, эта чехарда продолжается. Такую тактику взяла российская армия в попытках прорвать нашу оборону. Но единственное, что дает возможность Российской Федерации осуществлять такую тактику, в частности на Авдеевском направлении, это человеческий ресурс. Они не считаются с потерями, они не жалеют личный состав. Главное измотать нас и главное прорвать нашу оборону. Цена вопроса никого не интересует со стороны российского командования. На временно захваченной территории части Херсонской области противник продолжает насильственную паспортизацию населения. Теперь уже Херсонская область. Если вчера мы говорили про Донецкую, теперь Херсонская область. Российские оккупационные войска вместе с полицией усилили проверки на блокпостах и угрожают выселением с начала марта всех граждан, которые не получат российский паспорт. Но они очень спешат превратить эту территорию действительно в оккупированную российскую территорию. Граждан быстро перекрестить с нашего гражданства, с гражданства Украины на гражданство Российской Федерации. Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, военной техники оккупантов и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.
Вот такой вот урожай собрали силы обороны за прошедшие сутки. Вот такие его новости, военные новости или военная ситуация сложилась сегодня на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Теперь немножко поговорим о военно-политической ситуации, которая сложилась в Украине и вокруг нее. И на сегодняшний день я вижу, что больше всего волнует ситуация с Китаем. Китай заинтриговал всех, и Китай на сегодняшний день вызывает активные споры среди политологов, военных. Почему? Потому что очень многие хотят услышать, какая же позиция, понять, какая позиция Китая. Китай не последняя страна в мире, от него довольно много зависит. И я расскажу предысторию в двух словах. Это Мюнхенская конференция, где Китай предложил якобы проект мирного плана урегулирования войны, российско-украинской войны, и анонсировал ее публикацию этого плана на 24 февраля, то есть на годовщину начала массированного вооруженного вторжения со стороны Российской Федерации в Украину. При этом главный дипломат Китая Ван И поехал в Москву, был в Москве, консультировался и с Лавровым, и с Путиным встречался. И далее ситуация развивалась следующим образом. В результате вот этих вот всех встреч и заявлений, про некоторые я еще сейчас скажу, появились различные диаметрально противоположные мнения. Во-первых, начнем с того, что издание CNN делает выводы, что Пекин может быть заинтересован в продлении войны, полагая, что это отвлечет Соединенные Штаты от Азии. Я напомню, что Энтони Блинкен, общаясь вот с этим же самым дипломатом из Китая Ван И, говорил о том, что Китай подходит к красным линиям в плане того, что может начать поставки летального вооружения Российской Федерации. Тогда это действительно может привести к затягиванию войны, может привести к переходу войны совсем на другой уровень. То есть расширяется география стран, участниц этой войны. Так вот, затянутая при наличии китайской поддержки война в Украине может привести к разногласиям между Соединенными Штатами и Европой, что еще больше сыграет на руку внешнеполитическим целям Китая. Это продолжает свои выводы CNN. Далее, следующий вывод они делают, что спровоцировать политические разногласия в Вашингтоне, затягивание войны или позиция Китая относительно России, между демократами и республиканцами, дабы остановить военную помощь Украине. Вот к таким выводам пришла CNN, издание CNN, и их опубликовала. Мы с вами будем смотреть на картину в общем. Да, действительно, это может быть выгодно Китаю на сегодняшний день, с одной стороны, но с другой стороны экономика диктует немножко другие условия. И на сегодняшний день Китай нигде ни словом не обмолвился о том, что они как-то займут сторону Российской Федерации. Наоборот, Китай возмутился тем, что Соединенные Штаты пытаются влиять, точнее не влиять, а пытаются оградить Российскую Федерацию от поставок вооружений, возможных поставок вооружения из Китайской Народной Республики. И было заявление, что вот этот же одного из дипломатов Китая, он сказал, что не надо нам читать лекции. Это относилось к Соединенным Штатам, что не надо нам читать лекции, как развивать свои отношения с Российской Федерацией. А вот Ван И, находясь в Москве и на встрече с Лавровым, заявил, что несмотря на переменчивость международной ситуации, Китай и Российская Федерация сохраняют стратегическую решимость и приверженность многополярному миру,
В ходе встречи в Москве ожидаю выхода на новые договоренности, заявил глава канцелярии Компартии. Он, кстати, сейчас уже не главный дипломат, я неправильно сформулировал должность. Он глава канцелярии Коммунистической партии Китая. Но ранее он был главным дипломатом. Вот. Так вот, это он заявил в Москве на встрече с Лавровым. Ну, какие бы заявления ни звучали, единственное, что здесь можно сделать вывод, что Китай все-таки хочет сохранить многополярный мир. Они очень боятся, что Соединенные Штаты будут монополизировать свое господство в мире, и поэтому хотят, как я и говорил, что Россия в данном случае это разменная монета, и Китай просто хочет сохранить свои позиции и усилить их на геополитической арене. Китаю не важно, судя по высказываниям, не важно, где будет Россия и как будет Россия выглядеть. Вот. И когда начались вот эти вот все дебаты по поводу, ну, такие дебатами назвать невозможно, это все заочные заявления, да, там сначала в Москве звучат они публично со стороны Китая, потом из самого Пекина заявления по поводу «не читайте нам лекции». Перед этим Энтони Блинкен делает заявление о красных линиях и оружии на Мюнхенской конференции. И тут вдруг бах! Появляется заявление постоянного представителя Китая при Организации Объединенных Наций. Вы знаете, что Китай является еще и постоянным членом Совбеза ООН и имеет в Совбезе ООН имеет еще и право вето. Так вот, все ждут. Кстати, наш даже министр иностранных дел Кулеба сказал, что Китай передал нам черновики, точнее тезисы своего мирного плана, мы будем их изучать и выскажем свою политическую оценку. Вот. В Москве они согласовывали эти планы, но я так понимаю, что Китаю не удалось согласовать ничего из того, что они предлагали в своем мирном плане в Москве. Тут же Лавров ни при чем, как бы Ван И встречался с Путиным, и скорее всего они не достигли договоренности. Путин не пошел на компромиссы даже с Китаем. И тут, почему я делаю такой вывод, потому что появилось заявление вот постпреда Китая при ООН, и оно следующего характера. Довольно, ну, как бы я так сказал, холодный душ после того, что мы тут 2 дня обсуждаем отношения Китай-Россия, Соединенные Штаты, оружие передадут, не передадут. Постпред Китая в ООН говорит, Китай никогда не называл документ мирным планом. Хоп, приехали. Оказывается, никакого... Есть документ, но это не мирный план урегулирования войны России против Украины. Как все мы с вами 2 дня обсуждаем. Это документ с изложением позиции, который будет отражать последовательную позицию Пекина по этому вопросу. Мы будем и впредь подчеркивать важность, внимание, уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чан Цзюнь. Это очень важное, на мой взгляд, заявление. Это говорит о том, что Китай не договорился с Москвой ни о чем по поводу своих мирных инициатив в урегулировании конфликта и вынужден был дать задний ход в плане того, что все говорили, что это мирный план со стороны Китая. И Энтони Блинкен говорил, и американские политики, и наши. Кулеба заявлял, что это мирный план. И китайские некоторые представители говорили, что это может быть мирный план. А тут раз и такой резкий откат назад, что это просто политическая позиция Китая. Но эта позиция основывается на суверенитете, уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран. Это значит, что компромиссов по уступкам территорий Украиной в пользу Российской Федерации не будет. Ну, дождемся. Давайте, осталось 2 дня. Послезавтра мы с вами увидим этот документ. Уже не мирный план. Раз не договорились Пекин и Москва, значит о поставках вооружения говорить мы с вами в ближайшее время, я надеюсь, не будем.
И о поставках вооружений я имею в виду между Китаем и Российской Федерацией. Значит, Китай не собирается поддерживать Россию в военном плане, во всяком случае, в этом конфликте. Ну и вот такая вот большая новость, я специально решил ее разложить, разжевать, потому что всех очень интересует, и действительно позиция Китая может существенно повлиять, бачите знов, рідна мова пробивается, может существенно позиция Китая повлиять на ход нашей войны. Ну и теперь возвращаемся в Украину, и новое заявление сделал наш главный разведчик генерал Буданов. Он у нас, он, наверное, по количеству заявлений, наверное, скоро займет уже лидерскую позицию. Главное, чтобы его высказывания совпадали с действительностью, тогда, особенно в плане аналитических прогнозов. Тогда бы это было для нас, наверное, наилучшим и наижелаемым. Так вот, Буданов заявил, что с середины и до конца весны будут решающие бои. Это переломный момент войны. Мы долго ждем этого переломного момента. В принципе, тут можно, наверное, согласиться, потому что сегодня Россия собрала все, что может собрать. Я думаю, что в ближайшие месяцы уже никаких таких резких увеличений по личному составу, по технике, по вооружению, ничего уже не будет. Все, что они смогли выставить на поле боя, они выставили. То, что они там сейчас еще мобилизацию проводят и готовят, студентов хотят бросить очных форм обучения на передовую, это уже не выровняет ситуацию. Вот. Поэтому, да, действительно можно согласиться, что наше контрнаступление это будут решающие бои и будет переломный момент в войне, когда мы перейдем в контрнаступление. А мы планируем, я так понимаю, вторая половина весны, ближе к лету. Далее, большое наступление России уже продолжается, то есть то, что мы с вами говорили, все правильно, оно продолжается. Но оно так продолжается, что не все это видят. Такого качества это наступление. Это то, что мы с вами говорили, что оно буксует. В России нет сегодня резервов для того, чтобы нарастить, особенно резервов в тяжелом вооружении, для того, чтобы нарастить усилия и добиться хоть какого-то результата. Видите, даже от Сватова до Угледара вся вот эта огненная дуга, как я ее называю, Донецкая, она нашими усилиями купирована, наступление российских войск. И мы даже, видите, мы сейчас проводим стабилизационные мероприятия для укрепления нашей обороны на тех рубежах, на которых мы стоим. Далее, запасы артиллерийских снарядов в России снизились до 30%. Остатки ракет почти исчерпаны, а максимум российского производства около 40 крылатых ракет в месяц. Это мы с вами слышали еще в январе месяце, то есть такая цифра подтверждается. Тогда говорилось 40-50, сейчас чуть-чуть уменьшили 40. И боеприпасов осталось примерно 30%, то есть третья часть от того, что было в начальном периоде войны. Вот именно поэтому мы говорим, что наблюдается уже снижение интенсивности ведения огня российской артиллерии. И такой интересный он в конце завершения своего спича генерал Буданов привел такую футбольную аналогию. Наверное, надеясь на то, что футбольную аналогию смогут понять все граждане, и не только в нашей стране. Если взять футбольную аналогию, говорит генерал Буданов, то сейчас счет 1-1, а время матча где-то 70-я минута. То есть мы уже во второй половине второго тайма, и он, скорее всего, будет завершающим. А счет 1-1 я, наверное, скажу так, что почему 1-1, потому что российские войска вторглись в Украину, оккупировали территорию, мы большую часть территории уже освободили и, соответственно, удачно провели контрнаступательные операции, поэтому счет 1-1. Вот такое заявление сделал наш главный разведчик генерал Буданов.
Ну и еще одна новость, тоже появился новый у нас спикер в информационном поле, это Бен Ходжес. Это бывший командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов, точнее не сухопутными, а армии США в Европе, то есть та, которая находится здесь в составе войск НАТО. Вот, он, я так понимаю, что он имеет доступ к информации, он делает прогнозы, довольно неплохие прогнозы. Так вот, он сейчас начал активно давать интервью нашему информационному сегменту, то есть средствам информации, нашим средствам информации, и, соответственно, мы слышим от него следующие аналитические прогнозы. Ну, например, Крым вооруженные силы Украины освободят до конца лета, если мы предоставим необходимое оружие, говорит Бен Ходжес. Ну, мы всегда об этом говорили с вами, что дайте нам танки, дайте нам необходимые ракеты, и мы вообще не только Крым освободим, мы вообще можем выйти на финальную стадию активного военного противостояния. И цитата: «Крым является важнейшей частью этой войны, мы не должны давить на Украину, согласиться на такие условия, при которых Россия будет контролировать Крым». То есть он говорит, что Соединенные Штаты ни в коем мере не будут препятствовать освобождению Украиной Крыма и возвращению его в юрисдикцию нашей страны. И про истребители тоже он сказал, тема избитая, тема нас очень сильно волнующая, это то, что истребители помогут наземным наступлениям вооруженных сил Украины, которые начнутся в конце весны, заявил бывший командующий армии США в Европе. Ну, то, что мы и говорили с вами, что к наступлению, к началу контрнаступления, ну, на мой взгляд, во всяком случае, и я всегда придерживался этого мнения, истребители будут в строю воздушных сил Украины. Причем, думаю, что даже западные. Не только бывшие советские, типа МиГ-29 словацких или польских, но и западные истребители. А может быть только западные. Вот такие военные и военно-политические новости сегодня произошли за прошедшие сутки в Украине и вокруг нашей страны. На этом мы первую часть нашего с вами видео заканчиваем. Я по традиции делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал. Чтобы вы не искали, поставьте, нажмите на колокольчик. Вам будет приходить уведомление о появлении новых видео на моем канале. И вы будете смотреть эти видео в оригинале, а не перепощенные различными другими средствами информации. Также приглашаю поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, и тогда его смогут увидеть большее количество людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как всегда, по традиции, это ответом на ваши вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И вот такой довольно обширный вопрос. Это действительно целая тема, наверное, не одной лекции, а целой серии лекций, но тем не менее. Постараемся уложиться в ответ на один вопрос. Такой вопрос. Сколько лет нужно учить солдат в родах войск? И плюсы и минусы срочной контрактной службы? И более конкретный вопрос. В военно-морских силах служат, в военно-морском флоте служат 3 года, в сухопутных и войсках, и ВВС для срочников 1 год. Считаю, что для того, чтобы подготовить нормальную пехоту, как украинскую, так и американскую, например, надо года 2-3 срочной службы. Но я не знаю, что точно должен уметь хорошо обученный пехотинец. Перечислите, пожалуйста. Перечислю, что знаю, а вы поправьте, пожалуйста. Стрелковая подготовка, владение простейшими ручными реактивными системами типа ПЗРК и ПТУРами, боевое слаживание с другими родами войск, все, что на море, в воздухе и на земле. Тактическое перемещение. Как-то говорилось, что это якобы самое важное. Первая медицинская помощь, умение работать в разных типах местности, лес, горы, степи, городской бой.
и так далее. Навыки партизанской и контрпартизанской войны, владение войсковыми средствами связи и приборами единой системы управления войсками. Заранее благодарю вас за ответ и спасибо за вашу информацию. Ну, смотрите, вы практически ответили сами на свой вопрос. Единственное, давайте начнем по порядку. В принципе считается, что подготовка солдата может длиться от 6 до 11 месяцев. Самый короткий курс подготовки это 6 месяцев, учебное подразделение. Самое длинное это учебки 11 месяцев. Есть отдельные специальности, например, операторы радиолокационных станций. Вот там может быть обучение и более 11 месяцев, может длиться и 18 месяцев, то есть 1,5 года. Все зависит от сложности специальности. Но я соглашусь с вами, видите, как бы старый советский принцип: 6 месяцев молодой солдат, он учится, через 6 месяцев он считается подготовленным солдатом. И даже по нынешнему законодательству, как в нашей стране, так и в других странах, солдат, отслуживший 6 месяцев, имеет право подписать контракт. И он уже считается подготовленным военнослужащим. С одной стороны, это хорошо. Во-первых, всеобщая воинская обязанность или срочная служба – это массовость обучения населения. То есть практически не надо отдельно собирать гражданское население на специальные курсы или сборы для присвоения им военно-учетной специальности. То есть они приходят в воинские части, проходят службу и тем самым приобретают военно-учетную специальность. И увольняясь в запас, они становятся мобилизационным резервом страны. Надо только периодически собирать их на сборы. Тут качество подготовки личного состава, конечно же, будет намного выше, чем, допустим, просто учить резервистов военно-учетным специальностям и дальше призывать их на сборы для повышения или обновления навыков в своей специальности. Переходим к контрактной армии. Контрактная армия, действительно, когда человек подписывает минимальный контракт на 2 года, он становится специалистом высокого класса. Причем в цивилизованных странах учебное подразделение не входит в контракт. То есть человек подписывает контракт и его отправляют в учебку, он проходит подготовку, приобретает специальность, и в воинскую часть он приезжает уже готовым специалистом. И вот тут начинается срок его контракта. До этого он не считается контрактником, он проходит обучение для приобретения военно-учетной специальности. Очень много было споров по этому поводу. Я сторонник контрактной армии. Почему? Потому что человек может продлевать этот контракт, служить спокойно, для него это становится профессией, и, естественно, его навыки с каждым годом доходят до автоматизма. Ну, я видел контрактников Бундесвера, например, когда Германия объединилась, Бундесвер пришел, занял военные городки немецкой национальной армии ГДРовской, забрал все вооружение ихнее, и мы проводили так называемая дружба, называлась это, встречи, и общались. Вот общались с артиллеристами Бундесвера. Скажу так, что нас поражало, у нас же советская была армия тогда, в 90-х годах, и у нас самый старший солдат, там редко когда солдат попадался там 22, может 23 или 24 года. Бывало такое, но это была огромная редкость. В основном 18-20 лет пацаны, и тут мы приезжаем, и расчет командира орудия 35 лет. 35 лет. Он знает эту самоходку как свои 5 пальцев. Он считает поправки и управляет огнем этой САУ вообще с закрытыми глазами. В этом профессионализм армии. И они могут действовать самостоятельно, понимаете. Обучить, вот я был старшим офицером на батарее реактивной, и вот обучение расчетов, я вам скажу, очень кропотливая работа. Очень. Даже на 2-м, на 3-м периоде службы солдата ты ему рассказываешь, как вводить индивидуальные поправки, как считать, допустим, такая поправка, как веер, это для артиллерии, чтобы накрыть всю цель по ширине. Вот. Когда ты меняешь местами командира в орудии, и он считает веер как для 2-го или как для
4-го орудия, это имеет огромное значение, иначе снаряды улетят не туда. Вот. И представьте, каждые полгода это, ну там, 1,5 года сержант прослужил, командир орудия, и увольняется. Через 1,5 года ты все начинаешь сначала. А там у тебя профессионалы, которые, даже если у него контракт закончился, представьте, если он там 3-4 контракта отслужил, получил выходное пособие, уволился, и он специалист. Его можно в любой момент призвать там, на курсы повышения квалификации, или можно его как резервиста, чтобы он продолжил службу в резерве, и вызвать его как резервиста, поставить в строй, естественно, платить ему деньги. И это профессионал. Поэтому я за контрактную армию. И, кстати, контрактная армия обходится дешевле, чем срочники. Потому что срочника надо полностью, государство должно брать на свой баланс обеспечения. Вот такая вот подход, и в принципе такая должна быть методика. И ее берут на вооружение, она сегодня на вооружении многих стран, цивилизованных стран, которые имеют довольно высокотехнологичные армии, боеспособные армии, что учебное подразделение, потом контракт, минимальный контракт, допустим, 2 года, максимальная продолжительность одного контракта может достигать 5 лет, и количество контрактов там неограниченное, по-моему, там начинается с 20 лет выслуги, он может уходить на заслуженный отдых, на пенсию, и при этом получает огромное выходное пособие. Не такое, как у нас. Там исчисляется, допустим, может быть где-то 3 или 4 годовых оклада. Годовых оклада, выходное пособие. Вот. Не то, что не так, как у нас за 3 месяца там, или за 6 месяцев зарплата и все. Нет, там выходное пособие очень большое. Но при этом, правда, нету никаких льгот. Пока служит, льготы есть. Это входит в контракт. Вот. И вот таким вот образом, я думаю, что нам будет комплектовать армию. Резерв, армия в резерве, армия срочная, армия, которая стоит в строю, укомплектованная, боеспособная. И тогда не будет понятия мирный штат, военный штат, нет. Тогда будут линейные части постоянной готовности, укомплектованные на каждый день. И будут базы, военные базы с имуществом, которые разворачиваются по войне, будут разворачиваться в бригады. Там будет техника и вооружение, естественно, ее надо будет охранять и содержать, но по войне резервисты приходят, ну как Швейцария, допустим, резервная армия разворачивается за 72 часа в 630 тысяч. Из 20 или 30 тысяч, которые есть на повседневной деятельности вооруженных сил. Там в основном инструктора и обслуживающий персонал, который постоянно занимается проведением сборов с резервистами. Но за 72 часа больше 500 000 Швейцария ставит в строй. Автоматы по домам, боеприпасы по домам, форма по домам, все. Получил повестку, получил по системе оповещения СМС, встал и пошел. И он знает, куда он идет. В какую часть, на какую должность, на какое место и когда ему надо туда прибыть. Вот примерно такой подход. Что касается, 2 слова еще скажу о подготовке. Вы полностью все перечислили, все правильно о подготовке, что практически пехотинец это универсальный солдат. Он должен уметь все. И стрелять с ПЗРК, стрелять с ПТУРа и выполнять свою функцию в бою. Что касается вот этой тактического перемещения, то я поясню. Дело в том, что солдат должен знать свое место в бою. Для чего? Для того, чтобы не получить пулю в спину от тех, кто отстает, и не пристрелить своих же товарищей, которые убежали вперед. Вот это называется слаженность в тактическом перемещении. То есть в каждом виде боя пехотинец должен знать свое место. Должен понимать, постоянно следить, где командир, получать от него указания и действовать строго согласно указаниям командира. Вот в этом значимость тактического перемещения. В этом порядок организации и ведения боя. Чем он точнее выдерживается согласно методике постулатов, тем больше гарантий того, что первое будут минимальные потери, и второе будет выполнена поставленная боевая задача. Вот такой вот объемный вопрос.
еще раз говорю, это целый, наверное, курс лекций по тактике. Ну, правда, тут все смешано. И структура и организация вооруженных сил страны, и тактика действий пехотного подразделения, что является самым важным в армии любой страны мира. Итак, следующий. Во Вторую мировую были собаки, которые, обвешанные гранатами, лезли под танки. Дно танка слабое. А как сейчас используют собак на войне? Ну, мы не живодеры, мы относимся гуманно к животным. Поэтому у нас сегодня собак-смертников нету. Да, действительно, в Советском Союзе готовили такие подразделения, кинологи работали, дрессировали собак, чтобы они подрывали бронетехнику врага. Нет, у нас сегодня в таком контексте собаки не используются. Собаки используются в основном для разминирования и для поисково-спасательных работ. Вот так я сказал, в общем. Сюда включается и разминирование местности, и поиск оружия и боеприпасов, и охрана, поиск раненых тоже самое сюда входит, а также охрана и оборона объектов. Вот. Ну, если даже привести кустарный способ, точнее самый такой примитивный кустарный способ использования собак, это у нас на каждой позиции есть всегда своя собака, свой кот. Кот охраняет продовольствие, ловит мышей и крыс, а собака помогает нашим бойцам охранять эти позиции, чтобы не было внезапного проникновения диверсионно-разведывательных групп. Ну а специализированные собаки, я сказал, поисково-спасательная и разыскная деятельность. Только в таком контексте используются собаки. Кстати, даже насколько гуманно мы относимся к животным, я знаю несколько примеров, когда собак, которые помогали разминировать и подорвались на мине, но остались живы. Их в лучших ветеринарных клиниках делали им операции для того, чтобы спасти. Протезы ставят на лапы, на другие. И эти собаки продолжают жить. Чтобы до конца своих дней, сколько им отпущено. Но это как дань уважения и со стороны людей, что эта собака пожертвовала своим здоровьем, иногда даже своей жизнью, ради того, чтобы выполнить ту задачу, которую ей ставит человек. Подскажите, может ли штурмовик А-10, кроме непосредственной поддержки наземных войск и истребления бронетехники, использоваться еще как платформа для запуска ракет типа Storm Shadow и HARM? Нет, не может. Дело в том, что штурмовик, он специально делался и компоновка самого самолета, он только для ближнего боя. Вот он может в пределах досягаемости своего вооружения, как правило, это не больше 15 километров, отдельные, допустим, ракеты типа Hellfire, они там действуют 12-15 километров. Если он их использует, Нурсы то же самое, где-то в этих же пределах. Поэтому и он дозвуковой. То есть он тихоход и предназначен исключительно для работы по переднему краю или скоплением войск противника. Вот куда вижу, туда и стреляю. По такому вот принципу. А вот то, что вы перечислили, Storm Shadow и HARM, это ракеты дальнего радиуса действия. HARM это 150 километров, а Storm Shadow это уже 500 и более километров. Вот. Они в основном для их используют истребители-бомбардировщики. Сегодня очень мало моделей самолетов, которые имеют такую узкую направленность. Допустим, бомбардировщик бомбардировщики еще есть. Фронтовые, стратегические бомбардировщики. Они больше ничего не умеют, только бомбить. Вот. Или делать пуски крылатых или баллистических ракет с высоты своего полета. Вот. А истребители, они, чтобы расширить их функционал, их делают универсальными. И они, как правило, выполняют как минимум две функции. Вот. Сегодня чистого истребителя вы практически, наверное, не найдете. Все истребители являются бомбардировщиками. Так и называется. Истребитель-бомбардировщик. То есть, и вот эти ракеты, они могут подвешиваться на эти истребители. Эти ракеты могут подвешиваться на
на стратегов. Ну, у нас стратегов нет, поэтому нам в этом плане проще. Мы просто используем эти ракеты на своих истребителях-бомбардировщиках. Они могут нести либо ракетную, либо бомбовую нагрузку. Ракеты могут быть класса воздух-воздух, а могут быть класса воздух-земля. Вот. Но не штурмовик. Штурмовик это особенный самолет, причем, ну, сколько я вот штурмовиков знаю, то все они еще называют летающий танк. У него усиленный корпус, иногда даже применяется легкая бронировка для защиты жизненно важных узлов и агрегатов этого самолета. Он, как правило, дозвуковой, но при этом он берет максимально боезагрузку там 7-10 может брать тонн полезной нагрузки, или ракетно-бомбовой нагрузки для работы по переднему краю противника. Про Херсон и зажигательные снаряды забыли рассказать, как анонсировали. Я не забыл, я просто не дошли до этого вопроса и вылетело. Да, давайте так. Был вопрос про зажигательные боеприпасы, которые применили, кстати, в день приезда, по-моему, Джо Байдена. Херсона был обстрелян зажигательными боеприпасами. Особенность этих боеприпасов состоит в том, что они не разрываются на земле. И взрыв этого боеприпаса похож на хлопок, который происходит довольно высоко в воздухе. Там используются дистанционные взрыватели воздушного подрыва в этих снарядах. И вышибной заряд выбивает вот этот белый фосфор, который используется, как правило, в современных. Раньше напалм был, сейчас белый фосфор используется. И мелкие брызги, некоторые называют это люстра, хотя немножко с военной точки зрения неправильно. Я бы больше назвал это похожим на салют. Вот эти белые горящие капли фосфора начинают падать на землю. Уберечься от него можно только лишь где-то став под навес. Причем навес должен быть хотя бы такой, который задержит эту каплю на 10-15 секунд. Потому что, допустим, там с карбоната он прогорит очень быстро. Вот. Почему? Потому что как только капли упали, вы можете спокойно выбежать из-под этого навеса уже на открытую местность. Уже ничего не страшно. Главное не наступить на горящую каплю вот этого белого фосфора. Если попал на одежду, то надо максимально быстро снимать эту одежду. Тушить уже одежду надо на земле. Если же вы не успеваете и начинает сжечь кожу, то тогда самое надежное средство это мокрая тряпка. Если мокрой тряпки нет, значит сухая тряпка из плотной ткани. Самое главное, его можно потушить, только прекратив подачу кислорода. Как только белый фосфор перестает взаимодействовать с воздухом, он гаснет. Как только это возобновляется, он может возобновить свое горение. Поэтому вот мокрая тряпка, накрыть место поражения и держать, пока все полностью не потухнет и не остынет. Как бы больно это не было. Потому что температура горения может достигать и до более 1000 градусов. Вот, если большое количество фосфора. И, естественно, ожоги, вы представьте себе, какой степени ожоги могут быть от такого попадания. Вот. Поэтому, как только в небе увидели вот этот салют, сразу же надо бежать под какой-то навес. Осколков от него никаких нету, только очаги создания пожара. Эти капли падают, горят на земле, естественно, легко воспламеняемые предметы начинает возгораться, огонь распространяется, ветер подхватывает, и вот вам очаг массового пожара. Для этого, к сожалению, эти снаряды и предназначены. Вот такая вот используется в них, еще раз повторюсь, белый фосфор, который самовоспламеняется при взаимодействии с воздухом. Ему даже не надо поджигать его поджигать специально каким-либо видом детонации или взрывателя. Вот. И для большего эффекта разрывы этих снарядов делают воздушными, для того, чтобы накрыть как можно большую площадь. Кстати, наши бойцы научились на дне окопа роют нишу и ныряют в эту нишу. Как только капли фосфора этого белого попадали на землю, все, дальше саперная лопатка, тушение этих капель и уже потом выход из этой ниши.
Вот такие вещи, элементарные вещи надо точно знать. Ну, было бы не... Зонтик, конечно, не спасет, она просто пролетит, как бы через бумажный лист, через него. Но вот какая-то плотная накидка, да, может вполне спасти, если вы оказались на открытой местности, и это все летит на вас сверху. Можно даже, допустим, имея какую-то накидку из плотной ткани, быстро ее развернуть, подбежать и стать лицом к дереву. Если на вас и попадет, во-первых, дерево частично защитит, на себя примет вот этот брызги белого фосфора. А если попадет на вас пару капель, то вы сразу просто сбрасываете накидку и все. И вы остаетесь целым и невредимым. Это как вариант. Добрый вечер. Вы не раз упоминали, что общаетесь с медиками. Не так давно в сети была информация о спасении жизни нашего защитника, а именно врачи провели успешную операцию по извлечению из тела туловища человека гранаты ВОК. Это от гранатомета. Граната не разорвалась. Такое бывает? Такое бывает. Вопрос, на какой дистанции должен происходить бой, чтобы ВОК пронзил тело человека? Это уже бой в окопах, слава Украине. Нет, это не бой в окопах. Тут вопрос дистанции неправильно вы сформулировали. Дело в том, что ВОК может и на излете. Даже скорее всего, это на излете ВОК мог воткнуться в тело человека. Если он втыкается в туловище, допустим, в брюшную полость, и взрыватель не встречает необходимые препятствия, тело ж мягкое у человека. Тем более мы же на 80% состоим из воды. И вот вязкость человеческого тела и гасит кинетическую энергию самого снаряда. То есть он кожу пробивает и застревает в самом теле, в теле военнослужащего. А не встретив никакого препятствия, в виде костей, допустим, человека, взрыватель, естественно, не срабатывает. Ему надо столкновение с каким-то твердым предметом. Тогда он сработает. Вот так это может произойти. Но это, скорее всего, либо... Дело в том, что в ближнем бою это менее вероятно. Почему? Потому что станковый гранатомет в ближнем бою, ворвавшись в окопы противника, тут же поставить станок и начать стрелять из танкового гранатомета, нет, это нереально. А с подствольника, да, может быть такая вероятность, можно выстрелить, но заряжать уже в ближнем бою подствольник то же самое, очень тяжело. Там в основном используется стрелковое оружие и гранаты, это более быстрее, более эффективнее. А вот, допустим, когда, как делали вагнеровцы, они проникали мелкими группами, шли, и одна группа шла с танковыми гранатометами, типа АГС-17 «Пламя». Они разворачивали свои гранатометы на ближней дистанции от наших позиций и начинали забрасывать наши позиции из гранатомета этими ВОГами, этими гранатами. И вот здесь на излете с дистанцией 300-400 метров на излете эта граната вполне могла воткнуться в тело нашего военнослужащего, но не встретив препятствия в теле, то есть не попав в кость, взрыватель не сработал. И поэтому она не взорвалась. Он взведенный, но если по нему не бить молотком, то тогда он не взорвется. И врачи таким образом его извлекли. Скорее всего, это на излете, но это вряд ли, менее вероятно, что это ближний бой. Можно назвать Херсонскую операцию по типу «Буря в пустыне». И расскажите, пожалуйста, более детально про операцию «Буря в пустыне». Спасибо заранее. Нет, нельзя. «Буря в пустыне» это совсем другая операция. «Буря в пустыне» это была... Мы можем мечтать о такой операции, как «Буря в пустыне». Почему? Потому что это была воздушно-наземная операция многонациональной коалиции сил, созданных антииракских или антисаддамовских. И она проводилась в два этапа. Это была воздушная операция по нанесению массированных ракетно-бомбовых ударов по всем военным объектам противника. Причем под массированные авиационно-ракетные удары попадала вся территория Ирака и вся территория оккупированного Кувейта.
из-за чего же началась вся эта проведение операции, из-за того, что Ирак оккупировал Кувейт. И в оказание помощи, плюс была информация о том, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие, и что он может его применить и развязать большую войну на Ближнем Востоке. Вот тогда было принято решение спланировать такую операцию, называлась она «Буря в пустыне», их было 3, потом была «Буря в пустыне», «Лис пустыни» и «Меч пустыни». Вот 3 операции, которые вот «Меч пустыни» он уже завершил полностью разгром иракской армии и фактически возвращение, освобождение Кувейта и полный разгром иракской армии. Так вот, первый этап операции состоял в том, что только за счет авиации и ракетных войск многонациональная коалиция выбила практически всю систему ПВО, завоевала полное господство в воздухе в Ираке. Хотя при этом Ирак практически не применял авиацию свою, и она в большинстве своем осталась целая, но она просто не применялась. Вот. И обеспечил успех, заранее обеспечил успех сухопутной группировки войск. Вторая часть операции носила уже воздушно-сухопутный характер. И сухопутные войска пошли в наступление практически уже на полуразгромленную, на деморализованную армию Саддама Хусейна при поддержке, опять же, при поддержке авиации. То есть сухопутные войска вели наступательные действия, проводили зачистку местности от иракских войск. Если они встречали более какое-то серьезное сопротивление, они тут же вызывали авиацию, причем как штурмовую, так и армейскую, и та обрабатывала цели, а потом уже сухопутные войска добивали и дочищали ту территорию, которая там была. Поэтому мы только мечтаем. Вот если нам дадут F-16, так как мы предполагаем, для контрнаступательных действий, вот тогда у нас есть шанс потренироваться в повторении исторических уроков ведения войны с тоталитарными режимами. Там с Саддамом Хусейном, здесь с Путиным и его тоталитарным режимом. Да, тогда мы можем... Почему всегда все военные эксперты говорят, что насколько важна авиация даже в проведении сухопутного наступления или контрнаступления. Что с поддержкой в воздухе можно творить чудеса на земле. Вот. Так, я надеюсь, что оно именно так и будет. Но на сегодняшний с Херсонской операцией сравнивать никак нельзя. Мы, да, там проводили, у нас очень мало авиации. Мы старались выбить максимально ПВО российских войск на правом берегу реки Днепр. Вот. Но нельзя это назвать, это были точечные удары по нанесению максимального урона ПВО российских войск на территории Херсонской области. Вот так это можно назвать. А все равно основную тяжесть на себя взяли ракетные войска и артиллерия, которые громили резервы и благодаря которым с поддержкой действий сухопутных войск нам удалось выдавить противника с правого берега. Мы поставили их перед дилеммой: либо мы их планомерно уничтожаем, либо они уходят с правого берега. Они выбрали второе. Вот такая. Поэтому я бы не сравнивал. По масштабам и по характеру планирования и ведения операции очень сильно разнится. Там был упор на воздушный компонент, на Херсонском направлении у нас был упор на сухопутный компонент в противостоянии с врагом. Добрый вечер. Можно 2 слова по поводу баллистических ракет Северной Кореи? Вот она летит в Японское море. И что потом? Происходит взрыв или она плюхнет в воду и суть была долетит и она или нет? Или там происходит взрыв? Если да, то насколько мощный? Спасибо. Нет, взрыва никакого, как правило. Никакого взрыва не происходит. Объясню почему. Дело в том, что вот эти пуски ракет, это является демонстрация сил и намерений. Это демонстративные пуски. В
В крайнем случае на эту ракету может быть установлена фугасная головная часть. И тогда, да, произойдет взрыв. Но, как правило, фугас не ставят. Почему? Потому что это вызывает это наносит огромный ущерб в фауне, точнее в этой самой флоре и фауны океана. Вот. И щадя океан, обычно эти ракеты снаряжают головным весовым макетом. То есть это точная копия боевой головной части, но она состоит в основном, там в середине, как правило, железно-керамические блины, и она по весу и аэродинамике точно соответствует боевой. Главная задача в этом пуске это то, чтобы противник увидел, что у тебя есть ракета, которая реально летит на эту дальность. Поверьте, все средства разведки работали на то, чтобы отследить траекторию полета этой ракеты. Там не нужен взрыв. Там надо, чтобы все поняли, что на дальность 500 или 800 километров твоя ракета летит. А сегодня она летит с болванкой в голове, а завтра она может прилететь с фугасным зарядом или с ядерным зарядом. Вот что самое важное в этих пусках ракет. Эффект от падения ракеты в воду примерно такой же, как и при взрыве. Примерно. Почему? Потому что задавали вопросы. Почему? Потому что мы делали пуски из комплексов Р-300. Это те же самые скады. Когда-то у нас была в составе вооруженных сил Украины первая ракетная дивизия. Дислоцировалась она тогда в городе Хмельницком. И вот у них на вооружении были скады. И мы заказывали, я был в Главном управлении ракетных войск артиллерии, мы заказывали на Южмаше головной весовой макет. Они там делали нам несколько штук, и мы эти ГВМки ставили на ракету и делали пуски с мыса Чауда в Крыму, там полигон. И есть специально на 200 километров с радиолокационными средствами наблюдения. Так вот, специалисты Южмаша сказали, что вот эта ракета, вот этот головной весовой макет, в котором стоят железно-керамические блины, которые дают вес ракете, при падении в воду разбивается как хрустальная ваза в мелкие брызги. Вот такая скорость ракеты, такая кинематика ее при падении в воду. И, соответственно, фонтан поднимающейся воды, это все засекается, все это видно. И не надо там, чтобы, допустим, той же Северной Корее не нужны лишние проблемы, чтобы их обвинили, что там фугасный взрыв, допустим, если это МБР, межконтинентальная баллистическая ракета, именно на это намекает нам Северная Корея, и это декларирует Северная Корея. Они говорят, что у них ракета уже на 6000 может километров лететь, и до Штатов уже достает. То есть Ким Чен Ын пугает Джо Байдена, что он может по лужайке Белого дома влупить своей ракетой. Но пока они, правда, дальше 800 километров в Японском море не летали. Были 400, были 800, я помню, самая большая дальность пуска этих ракет была. Но тут главное сам факт, что они провели пуски ракет. Чтобы никто не обвинил, что ракета была боевая, на нее ставится головной весовой макет. Поэтому никакого взрыва в районе падения ракет не происходит. Но, кстати, делают всегда так, чтобы разведка сливается информация, чтобы разведка противника была уже ушки на макушке и ждали. Ага, бах, сделали пуск. Все увидели, засекли точку падения, быстро посчитали дальность, на какую улетела. А потом выходит диктатор, мелкий лидер, и говорит, что смотрите, дрожите все, у нас есть ракета, сегодня мы пульнули сюда, а завтра мы пульнем аж до Луны. Примерно так. Это правда, без пусков, неудачных пусков ракет, кстати, надо отдельно отметить про Сармат, рассказать. Но это, наверное, в комментариях, может быть, расскажу. Скажите, пожалуйста, как считают статистику выпущенных снарядов выложенных снарядов на грунт, не выпущенных? Я слышал, что Россия раньше выкладывала на нас до 60 тысяч в день. Есть тот, кто считает взрывы, или даже если выводят среднее число, откуда берут цифру? Цифру берут с донесений о ведении боевых действий командиров.
Каждый командир всегда находится человек, который скажет точно вам, сколько прилетов было по позиции. И вот так вот с каждой позиции собирается статистика. Ну, где-то точно, где-то плюс-минус скажет, было там 20 или 25 снарядов сегодня там по нашей позиции. Командир, когда заполняет боевое донесение о ведении боевых действий, он пишет, что обстрел артиллерии с такого-то времени по такое-то времени, столько-то снарядов. Бойцы скажут, поверьте, солдаты сидят в окопах, считают каждый снаряд, потому что все понимают, что этот снаряд может сейчас рванул за окопом, а может рвануть и в самом окопе. И они считают. Да даже примерно сегодня навык настолько велик, что люди могут по количеству разрывов точно определить, будет продолжаться огневой налет или не будет. Они уже знают, на что способна российская артиллерия на том или ином участке. И там говорят, сейчас 10 снарядов гахнул, все, сейчас будет перерыв. Типа на перегрузку боеприпасов. Или, допустим, все, на этом огневой налет закончен. Сейчас поехали за снарядами. Там. Вот такое даже бывает. Но за счет вот этих боевых донесений от каждого командира это все собирается в генеральный штаб. И в результате в генеральном штабе уже имеют общую цифру, сколько за сутки выпущено снарядов по нашим позициям. Это не догма, это не 100% точная цифра, но это приблизительно цифра, соответствующая действительности. Поэтому она и называется. Отсюда ее и берут. Что вы скажете на идею совместить на одном шасси автоматическую артиллерийскую установку типа Archer или другие, для которых это возможно сделать, с контрбатарейным радаром, чтобы орудие автоматически наводилось по координатам радара на место активной вражеской артиллерии для контрбатарейной борьбы? Думаю, Archer для этого наиболее подходит. Немножко неправильная ваша мысль. Объясню почему. Дело в том, что глаза и уши артиллерии должны находиться на переднем крае. Чем ближе они находятся к переднему краю, тем дальше они видят и тем точнее они видят. Допустим, если местность позволяет, то огневая позиция артиллерии всегда делается за укрытием. Допустим, холм. Так вот, батарею надо ставить не на холме, не перед холмом, а за холмом. И тогда у артиллеристов есть такой вид стрельбы, называется стрельба через гребень укрытия. Вы сохраняете свою артиллерию, потому что противник не может определить координаты вашей батареи. Да, он ее засекает, но попасть за гребень надо еще уметь. Это отдельный вид огневой задачи в артиллерии, стрельба через гребень, чтобы поразить твою батарею. Это особенности. А если радар будет стоять на самоходке, то он ничего не увидит через этот гребень. Поэтому вся разведка находится на переднем крае. Часть разведки находится в боевых порядках противника. Да, не удивляйтесь. Наша разведка, и так работает войсковая разведка. Они сидят за линией фронта, и они передают разведданные. Дальше идет там армейская разведка, которая идет уже глубже в оборону противника и вычисляет вот эти районы сосредоточения и прочее. Там же везде ходят топтуны, делают вид, что собирают грибы. А потом у нас появляются координаты, и мы успеваем поймать там на позиции тот же дивизион С-300, допустим. Поймать в районе сосредоточения там мобиков, которые приехали на ночь, остановились переночевать. И тут же прилетает Хаймарс животворящий, пожелать им спокойной ночи. Это тоже делается за счет этого. Но разведка должна быть возле противника, начиная от линии соприкосновения с ним и заканчивая его ближайшими тылами. То есть где-то на глубину там, до 50 километров. А артиллерийскую батарею надо прятать. Потому что она из-за гребня может стрелять, но и там она надежно спрятана от контрбатарейной борьбы противника. Это тактика ведения боя. Хотів вас запитати, чому саме з авіації акцент робиться іменно на МіГ-29 та на F-16? Це все через їх універсальність та багатофункціональність,
Смотрите, с одной стороны, да, на F-16 вот точно благодаря их универсальности и многофункциональности. Тут как бы и гадалки ходить не надо. 4 в одном: истребитель, перехватчик, бомбардировщик, штурмовик. А вот МиГ-29 почему? Потому что он истребитель-бомбардировщик, это раз. И второе, он нам знаком. То есть наши пилоты просто могут пересесть на этот самолет и сразу приступить к выполнению боевых задач. Он есть у некоторых стран-партнеров, в частности вот Словакия и Польша. Но они до сих пор не могут нам его передать. И плюс он модернизирован более-менее под стандарты НАТО. То есть у него авионика стоит современная. Несмотря на то, что самолет советский, авионика он стоит натовская, современная, ну западная, не натовская, западная, современная. А это значит, что у него мощнее радар, чем у российских самолетов. Он дальше видит этот радар. У него более современное вооружение, может подвешиваться на пилоны. Там пилоны стоят под натовский стандарт. И можно вывешивать любое натовское вооружение, которое применяется к тем же F-16, F-15, F-22. Оно все подходит на эти МиГи-29, которые у Польши и у Словакии. Ну и плюс этот самолет более защищен и более приспособлен к боевой работе в условиях радиоэлектронных помех, которые может поставить российская РЭБ, средства радиоэлектронной борьбы. Вот это вот 3 компонента, которые очень важны для нас вот в этих МиГ-29. Других нету. Су-25 нам отдали, кстати, по-моему, Словакия тоже, нет, Чехия, по-моему, отдавала нам, и Греция нам отдала Су-25, или Словения. Еще в самые первые месяцы войны нам Су-25 отдали. Все, что было там. Но вы же не забывайте, что советские самолеты, они устаревшие уже морально и физически, и поэтому от них избавились. От этих МиГов не избавились только потому, что они в свое время прошли модернизацию. У страны не было денег на покупку новых самолетов западного образца, и они нашли средства для модернизации существующих. А существующими были МиГи-29. Вот они, кстати, единственные практически, кто дожил до наших дней в составе вооруженных сил этих армий и этих стран, которые вот нам их передают. Именно поэтому, не по каким другим. А F-16 это опять же те же самые качества, которые я перечислил. Средства поражения, плюс средства авионики современные, средства поражения и стойкость к РЭБу российскому. Вот. Так что плюс они, F-16 он более маневренный по сравнению с 29-м, так он, наверное, получше выглядит, чем МиГ-29 в плане своей маневренности и огневых возможностей. Вот такие вот вопросы мы постарались осветить с вами сегодня. На этом мы вторую часть нашего с вами видео закончим. И у нас остается третья часть. Это комментарии, пожелания, комментарии и приветствия, которые вы прислали в предыдущем видео. Начну сразу, как я обещал, анонсировал только что. Давайте начнем с ракеты «Сармат». Это вообще-то надо было в военно-политическую обстановку ставить, честно говоря, забыл. Дело в том, что в день приезда, вы знаете, что в России разрабатывается тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», многоступенчатая. Но и Россия в апреле прошлого года провела испытание этой ракеты. И Путин рассказывал всем, что весь мир бойся. Ракета может нести разделяющуюся головную часть, кстати, которая запрещена договором СНВ-3, действие которого пытается приостановить Российская Федерация. Кстати, сейчас юристы выяснили, что договор не предусматривает такой функции, как приостановка действия этого договора. Он либо действует, либо он не действует. Если Россия из него выходит, это совсем другой, как говорят в Одессе, калинкор. Если Россия из него не выходит, тогда не надо ляпать языком, что мы приостанавливаем. Так вот, Россия действительно ведет такую разработку ракеты «Сармат».
Причем мы о ней слышим уже, наверное, лет, с 2014 года точно. Мы о ней слышим. Так вот, вот это испытание, которое они провели там, по-моему, в конце весны или весной, это был первый пробный пуск этой ракеты. То есть у них была одна ракета, сделанная в металле, в лабораторных условиях. И задача этого пуска, это начало, будем так говорить, начало практических испытаний, не государственных, практических. Надо было выяснить, разработчикам надо было выяснить, вообще она способна оторваться от Земли или не способна. Полетит эта ракета или не полетит. Вот булава не полетела, которую они разработали. Сармат полетел, да, надо отдать должное, а ракета взлетела, ура, цель эксперимента достигнута. Теперь, смотрите, прошло почти год, Россия сделала еще одну ракету в металле. Ну, может быть, не одну, может, несколько они сделали в металле. Но это все экспериментальные образцы, которые делаются в лабораторных условиях. И они запланировали на 21 число, в день приезда Джо Байдена в Киев, они запланировали пуск ракеты «Сармат». Путин хотел показать, что вот у нас тут такая моща. Она, кстати, может выходить на околоземную орбиту и может нести, я уже сказал, разделяющуюся головную часть. Так вот, по данным западной разведки, пуск оказался неудачным. Ракета не полетела. Поэтому Российская Федерация об этом скромно промолчала. И в день приезда Байдена скромно промолчала. И эта ракета была не упомянута Путиным в ходе своего выступления перед Федеральным собранием. Скромно промолчали. Так что, видите, не так страшен черт, как его малюют. Ну, а теперь о наших комментариях, пожеланиях и приветствиях. І перше буде следующее. Вітаю. На мою думку, вихід Рашки з договору СНО і натяк на ядерні випробування говорить не тільки про махання булавою, а й про реалізацію договорів з Іраном та КНДР. Протекторату Китаю, КНДР мається на увазі, за програмою допомоги цим країнам з ядерним атомом взамін на воєнну допомогу. Іншими словами, Рашка зробить ядерні випробування не тільки як для себе, а й для Ірану та КНДР взамін на військову допомогу. Ну, видите, я думаю, что это не актуально. Почему? Потому что уже есть куча разъяснений от Российской Федерации в первую очередь о том, что они будут четко соблюдать этот договор и они приступят к ядерным испытаниям только если к ядерным испытаниям приступят Соединенные Штаты. Это была манипуляция словами, игра слов. Путин просто попытался еще раз запугать Запад. Кстати, обратите внимание, реакции Запада на это заявление практически нет, потому что они прекрасно понимают, какова ситуация. Единственное, что практически сработает из этого заявления, это то, что вот это слово «приостановить участие в договоре», опять же, и еще раз повторюсь, юристы говорят, что нельзя это сделать. Надо либо выходить из договора, либо его соблюдать. Так вот, приостановление действия, скорее всего, повлияет на одну единственную составляющую. Российская Федерация перестанет допускать комиссию по верификации ядерных боеприпасов. То есть сейчас, согласно договору, каждые полгода или раз в год, каждые полгода, по-моему, да, ездит комиссия российская в Штаты, штатовская в Россию и верифицируют ядерные боезаряды. То есть они приходят в хранилище, берут свою схему, у них схема есть, и смотрят. Нельзя даже поменять местами хранения головных частей ядерных. Все четко расписано по серийным номерам, заводским, все расписано, верификация. Так вот, скорее всего, Россия просто хочет оградить себя и это использовать в качестве, опять же, запугивания Запада, что Запад же видит, в каком состоянии эти головные части, видит, в каком они возрасте. А уран давно и плутоний не производился уже лет 20 в России, если не больше. То есть не обновлялись ядерные заряды, а все старое советское хранится. И вот, видимо, чтобы не позориться дальше перед Западом, а через год сказать, что мы обновили, как сказал Шойгу перед войной, 70% новой техники в войсках Российской Федерации. Где эта новая техника модернизированная?
Мы 70% так и не насчитали на поле боя. То же самое они, видимо, хотят сделать финт ушами с ядерными боезарядами. Через год объявить, что у них 70% обновленный парк ядерных боезарядов. Ну, продолжим. Олег, у всех такое начальство, нам на работе говорят, сделайте работу и идите куда хотите, а работы на 5-6 часов. Никто в подвал или бомбоубежище не отпускает. Говорят, не нравится, увольняйтесь. Ну, это, конечно, жесть, что начальство таким образом третирует людей в плане, заставляет людей рисковать своей жизнью и здоровьем во время авиационных налетов. Касательно спусков в убежище во время воздушных тревог. Это ваша жизнь и безопасность. Вы несете ответственность за свою жизнь. Это первое. И второе. Руководство организации несет уголовную ответственность. Поищите в интернете закон, как и что должно выполняться. Вот вам, кстати, хороший практический совет, что найдите закон и ткните носом своего начальника, что он несет уголовную ответственность за сохранение жизни и здоровья своих подчиненных или своих работников. Привет от крымчанина. Как будет освобожден Крым? Это типа вопрос в кавычках. Та як завгодно, у будь-який спосіб, усіма можливими способами, но надо освобождать. Ну вот на такой мажорной ноте мы закончим с вами сегодняшнее видео. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз напоминаю, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Огромное спасибо спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту інформацію. Ну а ми з вами за традицією віримо в Збройні Сили України. Перемога за нами. Слава Україні!